Технологии ввода текста. Устройство ввода текстовой информации. Клавиатура, механическая, виртуальная, экранная, манипуляторы, мышь, джойстик и прочее, сканер, графический планшет, цифровая камера, сенсорный экран, микрофон, система распознавания речи и так далее, BCI, интерфейс мозг-компьютер. Клавиатура. Клавиатура – это устройство для ручного ввода символов в компьютер. Клавиатура представляет собой совокупность датчиков, воспринимающих давление на клавиши и замыкающих определенную электрическую цепь. В корпусе клавиатуры расположены схемы дешифрации и контроллер, осуществляющий сканирование клавиш, управление индикаторами, внутреннюю диагностику и связь с материнской платой компьютера. iTech Magic Cube. Клавиатура iTech представляет собой небольшую легкую коробочку, на поверхности красным лазером проецируется клавиатура. С помощью инфракрасных лучей считывается нажатие на клавиши, определяется положение пальца относительно спроецированных букв. Технические характеристики. Раскладка 63 клавиши, работает при любых источниках освещения. Скорость считывания до 400 раз в минуту. Размеры 35 на 92 на 25 мм, вес 90 грамм. SenseBoard объединяет сенсорную технологию с искусственной нейронной сетью, позволяя точно отслеживать движение пальцев печатающего человека. С SenseBoard можно работать на любой поверхности, как будто на ней лежит клавиатура. Прибор улавливает движение пальцев при нажатии, определяя, на какие клавиши хотел нажать человек, набирая текст. Датчики присоединяются к ладоням пользователя так, чтобы не мешать движениям пальцев. Информация, напечатанная, передается беспроводным образом на компьютер, где текстовый редактор анализирует сигналы и превращает их в текст. SenseBoard имеет систему исправления ошибок, функцию пауза, позволяет отвлекаться, не снимая датчиков. SenseBoard используется с КПК Palm. Dasher – интерфейс ввода текста с помощью мыши, стилуса или системы контроля с движением глаз. Все, что нужно для ввода текста, это своевременно указывать направление, в котором находится очередная буква. Достаточно указать первую букву слова, и Dasher увеличит поле, в котором находится символ, отобразив другие буквы, из которых выбирается следующее и так далее. Dasher умеет предсказывать, какую букву пользователь введет, основываясь на встроенном словаре. На иллюстрации показано слово object, которое очень легко предложить написать objection или object-oriented. Dasher поддерживает ввод текста на английском и японских языках. Система SkinPut превращает кожу человеческой руки в сенсорную панель, позволяет использовать ладонь в качестве клавиатуры мобильного телефона, музыкального плеера или игровой приставки. Прикосновение пальца к коже вызывает акустические волны на ее поверхности, и характер зависит от того, к какому участку кожи притронулись. Анатомия человеческой ладони делает ее идеальной биологической клавиатурой, так как прикосновение к разным точкам дает различные по характеру сигналы. Встроенная в брюки клавиатура Keyboard Pen поможет ввести текст в нестандартных ситуациях. Keyboard Pen связана с компьютером по технологии Bluetooth и может использоваться с телефонами. Keyboard Pen снабжена парой динамиков в районе передних карманов. Tactus Technology выпускает специальный чехол Tactus стоимостью $100 для Apple iPad mini с рельефными клавишами, появляющимися и исчезающими по команде пользователя. Принцип работы Tactus основан на заполнении нетоксичной жидкостью специальных микроканалов, расположенных в структуре лицевой панели гаджета. Патенты на микрофлюидные композиционные структуры, электроактивные примеры даже есть у Apple, Microsoft, Nokia. Не слишком много вопросов возникает относительно прочности, прозрачности, долговечности. Решение Tactus сделать клавиатуру накладно гениально. Механическая клавиатура дает большую производительность и большую уверенность. Среднестатистический компьютер пользователя на полноразмерной механической клавиатуре набирает в лучшем случае 100 слов в минуту, 5 символов в слове, и рекордсмены улучшают результаты вдвое. Экранная же клавиатура, рисованная и виртуальная, гарантирует 20 words per minute, и даже дополненная интеллектом и коррекцией ошибок 50 words per minute. При наборе важна не только скорость, но и точность, процент опечаток. Нарисованных кнопок человек не чувствует, вибрация корпуса тактильных ощущений полностью не заменяет. Кинетическую энергию сенсорный дисплей гасит не так плавно, как настоящие кнопки, ну и ко всему прочему, доложить пальцы на клавиатурные клавиши, чтобы сориентировать их перед набором, невозможно. Получается, набирать текст на виртуальной клавиатуре даже теоретически не так удобно, а слепая печать недоступна по определению. Все это обычно и подразумевается под уверенностью набора. Однако механическая клавиатура обречена. Обработка текстов таблиц перестала быть главным приложением IT. Приоритетные задачи, решаемые среднестатистическим цифровым устройством, изменилась, а вместе с тем исчезла и нужда в полноценной механической клавиатуре. Смартфоны и планшетки, ставшие персональными 21 века, подразумевают прежде всего общение и развлечение. Короткие тексты можно набить с голоса, и в любом случае для них хватит рисованных клавиш. У поисковика Google появилась виртуальная русскоязычная клавиатура. Кнопка с клавиатурой расположена от кнопки «Поиск», так что не заметить ее довольно сложно. Если виртуальная клавиатура нажать Alt плюс Ctrl, появится буква церковнославянского алфавита.